У Дастина была только одна цель — выяснить причину смерти своей матери. Единственный способ сделать это — раскопать ее могилу двухдневной давности. То, что он обнаружит, когда поднимет крышку гроба, повергнет вас в ужас. В тот роковой вечер Дастин был не в духе, и он едва мог ясно мыслить. Он трижды быстро постучал в дверь похоронного бюро и, не дожидаясь ответа, распахнул ее с лопатой в руке. Он вошел в офис и увидел старика, неторопливо сидевшего за столом. Старик Томас был охранником кладбища. Дастин потребовал, чтобы его отвели на могилу матери. Его маму Монику похоронили 2 дня назад на кладбище, и Дастину нужно было показать дорогу. Дастин назвал полное имя своей матери, и Томас согласился отвезти его к могиле. Он легко мог вспомнить, где находится могила, потому что лично наблюдал за захоронением. Когда они добрались до могилы, Дастин вытер слезы с глаз и поднял лопату, чтобы начать копать. Однако Томас немедленно остановил его. Эксгумация тела без надлежащего разрешения была незаконной. Он потребовал объяснить, зачем Дастину понадобилось осквернять могилу матери. Но Дастин продолжил копать, и через некоторое время Томас понял, что его не остановить. В конце концов, он был моложе, и у него было больше сил. Единственный способ остановить его — это привлечь полицию, и он немедленно поспешил в свой офис, чтобы взять телефон. Дастин продолжал копать. Он начал вспоминать, как последние несколько часов прошли для него как в тумане. Дастин учился в колледже далеко от дома, и ему пришлось бросить все, включая экзамен, когда он узнал, что его мать умерла и уже похоронена. Несколько часов назад ему позвонил отец, который принес ему трагическую новость. Его отец позвонил ему только через 2 дня после похорон. Дастин был в ярости из-за этого. Он не мог понять, почему отец скрывал от него такие новости до самого конца. В результате он так и не смог попрощаться со своей мамой. Слезы наполнили его глаза, но он не остановился, пока его лопата не ударилась о твердый гроб. Он тут же отбросил лопату и уже собирался вскрыть его, как вдруг воздух наполнился воем сирен. Полицейские поспешили к нему, и прежде чем он успел что-либо предпринять, его повалили на землю, а руки сковали наручниками. Томас появился позади них с телефоном в руке с извиняющимся взглядом. Он чувствовал, что у него не было другого выбора, кроме как сообщить о сложившейся ситуации. Эксгумация тела без надлежащего разрешения была серьезным правонарушением, и он, как охранник, был обязан сообщить об этом. Тем не менее, он не мог не испытывать жалости к молодому человеку, который, по-видимому, очень переживал смерть своей матери. Полицейские начали допрашивать Дастина, требуя ответа, зачем ему понадобилось осквернять могилу своей матери. Дастин упал перед ними на колени и разрыдался. Из его глаз потекли слезы. Он признался, что ему было трудно поверить в то, что у его матери случился сердечный приступ со смертельным исходом. Никаких признаков этому не было. Его мать была здоровой женщиной, жизнерадостной и никогда не позволяла трудностям одолеть ее. Дастин счёл ее смерть подозрительной. Она внезапно умерла, и через день ее похоронили. Все это доказывало ему, что происходит что-то подозрительное, и он не собирался останавливаться, пока не докопается до сути. Однако, хотя полицейские и понимали, что он скорбит по своей матери, они не могли позволить ему просто так осквернить могилу. Если он заподозрил что-то подозрительное в смерти своей матери, он был обязан сообщить об этом, чтобы можно было принять соответствующие меры. Дастин умолял их позволить ему хотя бы открыть гроб, хотя бы для того, чтобы в последний раз взглянуть на лицо своей матери. Полицейские были тронуты его словами, но все еще колебались. Они не хотели нарушать закон. Тем не менее, могила была уже вырыта, и оставалось только поднять крышку. Дастин решил, что если он продолжит умолять, они, возможно, позволят ему увидеть маму. Удача была на его стороне. В конце концов, полицейские согласились позволить ему в последний раз взглянуть на свою маму. Он, пошатываясь, подошел к могиле и осторожно спрыгнул в яму. Полицейские стояли рядом, в то время как Томас тоже стоял на краю могилы с мрачным выражением лица. Дастин осторожно взялся за крышку и открыл ее. С тяжелым сердцем он посмотрел на лицо своей матери. Она выглядела такой умиротворенной даже после смерти, и это разбило ему сердце.
Переполненный эмоциями, он взял ее руку и сжал. Затем он напрягся, когда в ответ получил пожатие. Внезапно его мать вздрогнула, и ее глаза распахнулись. Ее пересохшие губы приоткрылись, когда она втянула воздух. Офицеры потрясенно ахнули, в то время как Дастин не мог поверить своим глазам. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь, и Моника была доставлена в больницу для оказания неотложной помощи. Дастина доставили в участок для дачи показаний. Он не мог понять, как его мать оказалась похороненной заживо и как врач подтвердил, что она мертва. Все, что с ним происходило, было просто странным, и он с трудом мог это осознать. Но самым важным было то, что его мать была жива. На следующее утро пришло заключение врача, и они поняли, что у нее никогда не было сердечного приступа. Вместо этого они обнаружили в ее теле большие дозы седативных препаратов, и если бы ее не обнаружили в тот день, она умерла бы по-настоящему. Это перевернуло дело с ног на голову, и оно стало рассматриваться как покушение на убийство. Хотя Дастину и разрешили уйти, его предупредили, чтобы он никому ничего не говорил. Поэтому он поселился в отеле и оставался там до тех пор, пока полиция не закончит свое расследование. Благодаря токсикологическому отчету следователи смогли точно определить, какие препараты использовались. После дальнейшего расследования они выяснили, где они были приобретены. Эти редкие препараты купил ее муж Брайан. Была запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как он входит в аптеку и выходит из нее, а также рецепт врача с подробным описанием того, как следует принимать таблетки. Этот ошеломляющий факт закрепил за Брайаном статус главного подозреваемого в покушении на убийство Моники. Дальнейшее расследование показало, что 2 месяца назад Брайан застраховал жизнь Моники. Если с ней что-нибудь случится, он получит солидную сумму денег. Это послужило мотивом для полицейских, и они немедленно получили ордер. Брайана арестовали той ночью, когда он ходил за покупками в торговый центр. У него даже не было возможности убежать, так как он был немедленно окружен и арестован. Его доставили в участок и допрашивали в течение нескольких часов. Сначала он отрицал эти обвинения, но как только узнал, что Моника жива и на записи камер видеонаблюдения было видно, как он покупает препараты, он не выдержал и взмолился о пощаде. Он сказал, что в его планы никогда не входило убивать Монику, это было крайним средством. Его любовница забеременела и начала требовать деньги. Он любил ее так сильно, гораздо больше, чем свою жену, что едва мог сопротивляться ее требованиям. Женщина разработала тщательно продуманный план, как оформить страховку для Моники, а затем убить ее, отравив ее любимый напиток. Брайан обливался слезами и молил о прощении. Слушая признание отца, Дастин чувствовал, как рушится его мир. Он не мог поверить, что его отец готов был пойти на все, чтобы раздобыть денег для любовницы. Он не испытывал ничего, кроме отвращения, когда его отца в конце концов увели в наручниках и посадили за решетку. Через несколько дней ту женщину арестовали, когда она пыталась бежать из страны. Ее также приговорили к тюремному заключению. Позже Монику выписали из больницы. Она гордилась своим сыном за то, что он смог докопаться до истины. Они вместе вернулись домой и попытались привести свою жизнь в порядок. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.